Друзья, всем привет! Еще раз добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Иджлаль, мне 17 лет, а в этом канале я вообще говорю об иностранных языках, и я поделюсь с вами, как я учила языки, какие материалы, какие способы у меня есть. А в этом видео я хочу делать то же самое, потому что тема сегодняшнего видео это «Как я учусь иностранные языки». Но, как вы же знаете, изучение языков это очень большая тема, и невозможно вам все рассказать в один видео. Даже могу сказать, что все видео в моем канале могут быть ответ на этот вопрос, как ты изучаешь языки. Если вы меня не знаете, меня зовут Иджлаль, мне 17 лет, как я уже сказала. Я могу говорить на 8 языках: турецком, английском, французском, арабском, итальянском, испанском, немецком и русском. На русском языках я могу говорить. Начала изучать русский язык в прошлом году, не очень свободно говорю на русском языке, не очень высокий уровень, могу сказать, но говорю на русском лучше, чем арабского, хуже, чем других, могу сказать даже. Да. Сегодня я хотела делать мое новое видео на русском языке, потому что давно не занимаюсь русским языком. Знаю, что у меня есть много подписчиков, которые хотят, чтобы я делала новое видео на русском языке. А сегодня я здесь для вас, чтобы говорить на русском языке с вами. Могу сказать еще, что когда ты делаешь видео на иностранных языках в YouTube, люди всегда тебя спрашивают, как ты изучаешь иностранные языки, какой метод у тебя есть. Прежде всего, я не знаю, если у меня есть такой метод, если мы можем это как метод называемся. Потому что если вы ищете такой метод, друзья, у меня в голове все готов. Я знаю все, что я буду делать, и я знаю все сложности у меня будут. У меня есть 100% возможность успехов, нет никакого риска. Если вы ищете такой метод, у меня метода даже нет. Потому что я не думаю, что языки очень систематические вещи. Что ты делаешь с французским, не работает даже на немецком. А почему люди так думают, что у меня есть такой секрет, такой метод? Это всегда работает, и я так изучаю иностранные языки. У меня метода даже нет. Но, как полиглота, я знаю, что у меня есть вещи, которые я по-другому делаю. Потому что у всех полиглотов есть такие вещи. Это почему мы полиглоты. Окей. Первая вещь, которую я по-другому делаю, это я изучаю языки самостоятельно. Но я не хочу, чтобы вы так поняли. Ты против языковых курсов. Нет, я не против языковых курсов. Если вы хотите изучать язык на курсе, вам есть возможность. Если у вас есть желание, возможность, деньги, времени, то окей, вам можно посещать языковых курсах или посещать, не знаю. Но я, по крайней мере, я не учила языки в курсах. Поддержим, мне очень плохо сегодня. Я не изучала свои языки на курсах. Все самостоятельно учила, только английский язык. Я его в школе учила, но, так скажем, до школы я уже знала английский язык в уровень B1, а потом арабский я в школе учила, но если вы уже заметили на моем канале, я арабский не очень свободно говорю. И мне не очень интересуется язык, из-за этого, так скажем, я учила языки самостоятельно. Когда ты изучаешь языки самостоятельно, люди всегда тебя так спрашивают. Но ты откуда знаешь, что ты будешь делать? Этот вопрос очень проблематический. Почему вы хотите все знать? Вы даже не знаете, что будет измениться в вашей жизни завтра. Но вы хотите знать, что вам будет, какие сложности у вас будет на изучение языков. Я иногда ошибаюсь, когда изучаю язык. Я иногда не знаю, что я буду делать. Я иногда даже не знаю, какие ошибки у меня есть и где у меня есть ошибки. Но это для меня не проблема, потому что я думаю, что языки очень персональные вещи, а мне надо этого самому узнать. Если кто-то другого мне поможет, это полезно. Да, это полезно, я это знаю. Но я думаю, что языки очень персональные вещи. Из-за этого я хочу все сами узнать. Но вам нельзя посещать языковых курсах. Если вы хотите, если у вас есть желание, конечно, делайте так. Но это не факт, что вам надо посещать языковые курсы, чтобы хорошо учить этот язык. Я никогда не была в языковых курсах. Но это возможно изучать другие языки, даже самостоятельно, даже дома. Потому что дома в интернете есть все возможности. Если для кого, кто хочет использовать, есть все возможности. Почему я так агрессивна, этого не знаю, но это так. Окей, второй пункт. Думаю, что второй пункт это интерес.
Я буду очень агрессивна здесь. Интерес у меня есть, если вы хорошо видите в моем канале, в моем инстаграме. Интерес у меня всегда есть, всегда было с детства даже. Мне всегда был такой интерес. В 5 лет я спросила, почему люди не говорят на турецком языке, почему есть других языков в мире. Я всегда так спросила, как же я была маленькая. А сейчас я знаю 8 языков, сейчас я каждый день что-то новое узнаю о изучении языков, потому что этот интерес у меня всегда был в моей жизни. Но вы не должны быть как я. В качестве примера, мое изучение русского языка. Почему я вам этого расскажу? Потому что вначале у меня интереса не было. Я не хотела изучать русский язык, я ненавидела русский язык. А потом я сказала себе, тебе нужно изучать русский язык. Так, если ты так делаешь, тебе никогда не получается. А что я делала? Я нашла себе русские песни. Например, кино — это моя любимая русская группа. Если вы не знаете, если вы русские, вы уже знаете кино, но если вы не русские, послушайте кино, это очень-очень хорошо. То я очень много русских песен послушала, а я потом заметила, что у меня есть интерес для языка, или интерес у меня нет было, но я создала интерес для себя, чтобы продолжить изучать русский язык. Ну, друзья, вы знаете, интерес у всех нет. Я знаю, что интерес у всех нет. Иногда люди хотят изучать языки только потому, что они должны изучать этот язык. Если это так, нам не получается, нет, я думаю, что у вас есть возможность изучения иностранного языка, даже так. Но, наверное, это не так проще получается, как я, как других людей, которые хотят изучать иностранный язык так сильно. Например, даже когда я знала только один язык, французский, люди мне всегда так сказали: окей, мы поняли, что ты говоришь на французском языке, но почему ты всегда о том говоришь, почему все песни, которые ты слушаешь, это французские, почему у тебя все друзья есть французы, почему ты всегда с французским живешь, это просто язык. Люди мне всегда так сказали, но потом мне спрашивают, я не понимаю, как ты изучаешь языки, я хочу изучать французский, как ты, но у меня не получается. Почему? Не знаю, почему тебе не получается, у меня даже идеи нет. Не знаю. Так скажем, друзья, у кого есть интерес для математики, он очень хорошо знает все. Он очень проще изучать. Мне не интересует математикой, я ненавижу математику. Я каждый изучаю, но мне не хорошо получается. А я ему всегда скажу, почему ты так интересуешься математикой, это очень скучно. Я должна изучать математику, но только потому, что я должна изучать. Почему ты так с математикой живешь, это очень скучно. Если я ему так скажу, у меня права даже нет. Ему спросят, ты можешь мне помочь? Я не хорошо понимаю математику. Как ты изучаешь? Какой метод у тебя есть? Потому что, если у вас есть интерес, это будет успех в будущем. Думайте, что если даже у вас интереса нет, попробуйте, чтобы у вас интерес было, как я сделала на русском языке. Потому что я думаю, что интерес очень-очень важно. Мне всегда был интерес, мне уже есть сейчас интерес, а с интересом я что-то нового делаю каждый день. У меня, если интереса не было, я сказала себе, ты уже знаешь французский язык, почему изучаешь уже другие? Тебе надо. Мне, наверное, не надо изучать другие языки, но я изучаю, потому что я хочу изучать. Мне просто хочется изучать. Это все. Тема закончилась, друзья. Сейчас. Последний пункт. Погружение. Погружение — это как ты все делаешь на этом языке. Ты слушаешь, ты посмотришь фильмы, сериалы, ты послушаешь подкасты, песни. Ты всегда говоришь на этом языке с друзьями. Ты живешь на этом языке, даже когда ты в твоей стране. Но как можем погрузиться на язык? Если это вопрос, люди иногда скажут, окей, я хочу погрузиться на русском языке. Что я делаю? Я читаю романы Достоевского? Но нет, это не как делаем. Это не так бывает, друзья. Если ты хочешь погрузиться на язык, тебе надо естественный метод. Погружение — это очень естественно, потому что ты всегда слушаешь что-то, ты всегда посмотришь, ты всегда читаешь, но это очень активно. Ты всегда работаешь, что ты всегда, как сказать, ты всегда пытаешься что-то нового понимать каждый день. Это погружение. Например, когда я учила русский язык, я очень много подкастов послушала. Подкасты не очень интересные, но когда ты неоднократно послушаешь один подкаст 5 раз, тебе все получается. Потому что если ты что-то неоднократно слушаешь, ты изучаешь все словарный запас, ты изучаешь все произношения, ты изучаешь грамматические правила,
А если ты только изучаешь грамматику, если ты только пытаешься изучать какие-то новые слова, это тебе, наверное, не получается или не так проще получается. Но когда ты что-то слушаешь, что-то посмотришь, если ты с друзьями общаешься, это очень проще получается, потому что это активный контент, это естественный контент. Иногда, например, вы меня спрашиваете: ладно, я поняла, как ты изучаешь языки, но произношение это так бывает. Ты как можешь произносить все так правильно, так аутентично? Это погружение, друзья. Если ты каждый день слушаешь на этом языке, ты получаешь правильное произношение. Если ты каждый день что-то новое слушаешь. И имитировать это очень важно, потому что ты слушаешь, ты скажешь себе: окей, это произношение, которое мне надо делать. А потом ты имитируешь, ты делаешь то же самое, а потом в конечном счете у тебя есть очень хорошее произношение. Если у вас есть друзья, которые говорят на этом языке, или даже у вас нету, я думаю, что вы можете говорить сам собой, потому что я всегда это делаю. Иногда мама меня спрашивает: ты с кем говоришь? Говорите с иностранцами, говорите с вашими друзьями, послушайте каждый день подкаст, песни, посмотрите сериалы, фильмы. Каждый день заниматься с языком, это очень важно. В начале этого видео я сказала: там не занимаюсь русским. Но, друзья, я вам рекомендую каждый день заниматься, потому что если вы не занимаетесь языком каждый день, вы что-то забываетесь. Изучать еще раз, что вы забывали, это проще, наверное, но никто не хочет что-то забывать, потому что мы не так просто изучаем языки. Это труд. Есть труд. И почему вы хотите что-то забывать? Нам не надо что-то забывать, из-за этого каждый день занимайтесь. Пожалуйста. Друзья, для сегодняшнего видео это было все. Надеюсь, что видео вам понравилось и было полезно. Если вы хотите больше знать о моем секретном методе, в канале есть другие видео, на котором я о том рассказала, но нет, во всех видео есть русских субтитров. А если вы ничего не понимаете, надеемся, что в будущем будет другие видео на русском языке с субтитрами. Если вы хотите больше знать обо мне, у меня есть Инстаграм, но если вы не используете Инстаграм, у нас есть канал в Телеграме, где я пишу пост только на русском языке. Если вы изучаете русский язык или если вы русские и не используете Инстаграм, у вас есть возможность подписывать на моем канале в Телеграме. Если у вас есть желание, ссылка будет в описании под видео. Вам очень-очень спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Надеемся на русском. Пока.